Всем привет из Одессы! Сегодня у нас 12 ноября 2025 года, и Одесса последние дни просто на слуху во всех новостях Украины. Сейчас буквально только закончилась воздушная тревога, которая уже такое чувство, что длится третий день, потому что вы не представляете, сколько у нас за 3 дня было воздушных тревог, и я буквально только недавно вообще вышла на улицу, потому что по улице действительно немного страшно ходить. Конечно, у людей нет выбора. Работа, дом, семьи, все должны как-то продолжать жить, но у нас над головой уже третий день, круглые сутки летают дроны. Причем они летают настолько низко. Вчера писали, что 70 метров от земли пролетали просто между жилых домов, над головами людей. Эти дроны, они рассчитаны на определенный промежуток, на определенное расстояние, у них заканчивается бензин, и они просто падают людям на голову. Сколько вот в новостях показывают людей, которые стали очевидцами, как дроны просто падают под ноги, разбиваясь о землю. Ой, происходит что-то страшное и непонятное. Сейчас все в напряжении, все вымотаны, потому что тревоги ночью всех будят и днем не дают нормально функционировать. Когда воздушная тревога, то, понятно, не работают многие учреждения, торговые центры, и людям приходится оставлять все дела на потом. Сейчас еще вот здесь на видео видно, как низко летел дрон между жилых домов. И на следующем видео видно, как они днем просто падают и разбиваются. А дальше посмотрите, вот сколько дронов вчера летело на Одессу. Разговаривать стараюсь тихонько, потому что, наверное, из-за того, что ослаблен иммунитет, из-за того, что сейчас похолодало, у многих простудные заболевания. Я переболела 3 недели назад, и почему-то это очень сильно ударило мне по голосовым связкам, и мне даже сложно снимать видео, потому что я сразу начинаю кашлять. И кашляю я уже неделю, наверное. И причем у многих моих знакомых такие же последствия простуды. Говорят, что это такой ковид, который бьет по голосовым связкам. Но не знаю, правда это или нет, но разговаривать мне действительно немного сложно. И знаете, я пью сиропы, пью постоянные чаи, чтобы смягчать как-то трахею. Но все равно голос у меня исчезает. И я нашла спасение, спасение, которое помогает мне хоть немного бороться с сухим кашлем. Это масло какао. В аптеке продается такое твердое масло какао, и можно по кусочку отрезать, рассасывать его, и становится легче. Сейчас проезжают мопеды, и уже задумываешься, что же это летит или едет. Сейчас хоть кажется, что относительно тихо, но целыми днями по всей Одессе работают генераторы, потому что из-за постоянных обстрелов, которые приходятся на энергетическую инфраструктуру, людям приходится жить по много часов без света. Службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия обстрелов, но, сами понимаете, это все сделать не так просто. Поэтому сейчас мы идем, вон видно, генераторы стоят возле аптек, возле магазинов, но, к счастью, сейчас у людей есть свет. Не знаю, что будет дальше. Будем надеяться, что как можно больше часов в сутках все-таки электроэнергия в квартирах не только одесситов, но и у всех украинцев будет. Сейчас прохожу, прям какими-то цветами пахнет. Уже читаю, сейчас на город снова могут прилететь около 10 дронов. Скоро может быть воздушная тревога. И вот так одесситы бегают от одной воздушной тревоги к другой. Потому что нужно как-то жить. Не могут люди целый день сидеть дома. И приходится бегать по улице, когда у тебя над головой летят дроны. Такого еще не было. И это очень большинство людей пугает. Потому что если мы раньше не спали только ночью, то сейчас и ночью не спим. Нужно ходить все равно в бомбоубежище. Так еще и днем страшно ходить по улице, чтобы
на голову ничего не упало. Вчера, вот прочитала недавно в новостях, что вчера прилетел дрон прямо на французский бульвар в такой элитный жилой комплекс. Вот, поэтому, знаете, никто вообще не застрахован. В разные районы города они падают, поэтому предельно нужно быть сейчас осторожным, беречь себя, своих родных и близких. У нас только начинают включать отопление в учреждениях, в школах, в детских садах, в квартирах еще отопление не включают, но уже постепенно это начинают делать. Будем ждать и верить, что побыстрее всю эту систему наладят. Заранее предупреждали, что в этом году отопление включат немного позже. Так еще получилось, что были сильные дожди, как вы помните, и в Одессе дома очень сильно отсырели. И из-за того, что в квартирах холодно, на стенах, на окнах уже начинает появляться сырость, поэтому все люди с нетерпением ждут, когда батареи уже станут теплыми. Помимо дронов, у нас еще сегодня, исходя из того, что писали в новостных каналах, была ракета. Был слышен очень сильный взрыв, она очень быстро прилетела. В общем, днем прям по улицам страшно передвигаться. Вот, вроде бы как было немного в Одессе затишья. Да, были тревоги, по ночам мы иногда ходили в бомбоубежище. Но в целом хоть днем можно было как-то спокойно жить, то сейчас это просто ужасно. И да, я знаю, есть города в Украине прифронтовые, которые вообще, у которых тревога не отключается. Я когда-то ради интереса решила посмотреть тревоги в Запорожье, в Днепре, в Херсоне. Вот послушайте, сейчас снова тревога. Я просто вставлю в видео вчерашнее расписание тревог у нас, сколько дронов по одному летело на город. Вы себе даже не представляете, такого, по-моему, не было никогда. И такое чувство, что эти дроны хотят просто всех свести с ума. Прошло от последней воздушной тревоги полчаса, наверное. И вот, пожалуйста, снова. Да, я говорила за другие города Украины. Я смотрела тревоги. Там вообще тоже катастрофа. Понимаю, что в тех городах посерьезней обстрелы, чем в Одессе. Но все равно, конечно, очень сложно жить, когда война не дает тебе этого делать. Ты все время находишься в какой-то опасности. И понятное дело, что из-за этого постоянно находишься в состоянии очень сильного стресса. Поэтому сейчас посмотрю, что же к нам летит. Ну вот, к нам летят герберы. О, отключился свет. В супермаркете отключился свет. Ой. Люди сразу достают телефоны, смотрят, что там и куда. Потому что повышенная сейчас опасность. И не знаешь, тут дроны, тут ракеты. В общем, тут простуда. Знаете, силы у меня лично на исходе. У меня даже не было сил снимать видео. Многие зрители интересуются обстановкой в Одессе. Спрашивают, как дела, куда мы пропадаем. Спасибо вам большое. Поэтому захотелось вам вкратце рассказать, что же сейчас происходит. Одесситы не сдаются. Все равно 4-годичная закалка уже у всех имеется. Да, становится все чаще и чаще сложнее. Но, тем не менее, нужно как-то жить дальше. Люди стараются это делать, стараются не унывать. И самое главное, не терять веру и не опускать руки. Будемо вірити, що все у нас буде добре. Слушайте, все, вы отключили везде свет, все включили генераторы, просто все. Мне пришлось отойти, потому что
я не смогу вообще разговаривать, чтобы их перекричать. Вот так сегодня живет Одесса. Вы знаете, когда генераторы включают, вот этот запах едкий, вообще невозможно идти по улицам и нормально дышать. Плюс это все попадает людям в квартиры. Ой, что вам сказать? Уже много лет, как наша жизнь очень круто изменилась. И только остается верить, что она не будет хуже. Много людей сейчас на улице, но я уже ухожу. Нужно куда-то заходить, потому что смотрю, что писали изначально, что дроны летят на другой город. Ну, а сейчас они сменили курс и летят на Одессу. Хочется верить, что не принесут они с собой никакой беды для людей и для нашего города. Всем желаю тихой, спокойной ночи, хорошего вечера. Остается нам только держаться и стараться хоть как-то минимально стрессовать, хоть это и не совсем получается. Ой, уже что совсем темно, хотя еще не поздно. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.